Слава Украине, привет всем от Полонского. Вы знаете, с приходом нового канцлера Германия обрела некие мужские половые признаки. И такие, надо сказать, да. Значит, только что, вот буквально 15 минут назад, спикер немецкого правительства, зовут его Стефан Корнелиус, заявил следующее, что Россия должна, не может, а может быть, а когда-нибудь, а если рак на горе свистит, нет. Россия должна до конца этих суток, 12 мая 2025 год, ответить на предложение о прекращении огня в Украине на 30 дней. Иначе Российская Федерация столкнется с санкциями. Цитата. У нас еще 12 часов до конца дня. И если до этого времени не будет соблюден режим прекращения огня, европейская сторона начнет подготовку к санкциям, заявил он. Это уже ультиматум. Это уже ультиматум. Когда они будут приняты, ну я вам скажу, тут пресса пишет, что это произойдет 20 числа. То есть осталось буквально всего ничего. 20 числа высока вероятность того, что на сессии ЕС как раз будет новый пакет санкций 17-й. Он там, видимо, очень жесткий. Тут надо еще сказать одну вещь. Смотрите. Во-первых, этот пакет согласован с США. Вот эта вот позиция жесткая в отношении Кремля, она полностью согласована с США. И Макрон, и Шольц. Нормально говорю, да? Шольц, вспоминаю старого канцлера. Не суть важно, не Шольц, конечно, а Мерц. И Макрон, и Мерц, и Стармер. Ну, Стармер это не Евросоюз, а вот эти двое Евросоюз. Неоднократно говорили с Трампом. Макрон несколько раз так точно, и Стармер. По Украине. И выработали определенную модель поведения. То есть Путлеру сказали так. Если хочешь, значит, вот тебе 30-дневное перемирие, начиная с 12 числа, вот с сегодняшнего дня. Ну, а если нет, ну что, тогда оружие Украине и санкции тебе на голову. Независимо от того, что там 15 числа будет или не произойдет, или произойдет в Стамбуле. В Стамбуле, напомню, я об этом записывал ролик, произойдут, скорее всего, ну, если ничего не случится, переговоры. Прямые переговоры между Россией и Украиной. Я же сказал, важно, чтобы они были при присутствии хоть американской стороны, хоть европейской стороны, хоть даже турецкой стороны, чтобы в качестве посредников просто сидели, слушали, что там произойдет. Это крайне важно, чтобы потом не было разночтений и разных коммюнике об одной и той же вещи. Да? Вот это крайне важно. Да, но, значит, я так еще сказал немножко, как бы сказать, с сарказмом о том, что, ну, Европа-то, конечно, да, она хочет, чтобы были переговоры и все это дело, но вы же сказали, что если Путин не соглашается сначала на перемирие, а уже потом переговоры, то ему по шапке попадет. Вот. И как-то было тихо-тихо, вот в 2 часа дня немцев пробило, и они выкатили фактически Путину ультиматум. Потому что в такой манере разговаривать, и нужно в такой манере разговаривать с Кремлем. Поймите правильно, в Кремле сидят гопники, самые обычные уголовники, гопота. Чего больше всего боится гопота? Правильно, получить по рогам. Все, больше ничего. Вот. И когда ты с ними говоришь на понятном им языке, они все прекрасно понимают, все прекрасно это жуют и воспринимают так, как надо. Только начинаешь сюси-пуси какие-то с ними, ну все, жди неприятностей, потому что они это воспринимают как слабость. Это очевидная вещь, аксиома, не требующая доказательств. Да? Вот. Так что еще один очень важный момент. Это то, что эти санкции пойдут от Евросоюза. С Штатами у России... Нет, тоже важно, конечно, санкции со стороны Штатов. Тут никто не спорит. Но со Штатами у России какие отношения? Особо больших торговых сделок, таких, знаете, гигантских, вот как с Евросоюзом было в свое время, от которых зависит вся экономика, у России со Штатами такое нет. Ну, у них там были, да, была торговля, но она не была никогда очень большой. А вот с Евросоюзом очень большая. И поэтому каждые санкции от Евросоюза, особенно учитывая, что сейчас Евросоюз покупает российский это сжиженный газ, да, скрапленный газ, но это будет останавливаться все. Это все будет останавливаться. Нефть будет запрещена российская к перекачке, пересылке, не то что к использованию, а вообще будет запрещена в Евросоюзе.
Вот. И это страшный удар по экономике, потому что они съедают очень много. Они очень много. Индия и Китай этого всего не сожрут. И Путину эта торговля не поможет. Тем паче, что Индия и Китай все покупают за полцены. Они никогда не берут за нормальные деньги. Вот, Европа, эти, да, эти всегда берут. И эти берут по Роттердаму. Это мы в курсе, да, Роттердам плюс помним. Вот, они всегда берут по европейской средней цене. Это реальные чуваки, которые реально платят бабки. И вот в такой ситуации, когда эти чуваки, от которых зависит твое благосостояние, понятно, уже не в такой степени, как это было до 2022 года, но все равно очень сильно, это будет сильный удар, конечно. Я себе представляю, как там сейчас грустная физиономия Орбана и Фицо, но ничем помочь не могу. И еще один момент к этому ультиматуму Кремля, кстати, Кремлю. Посмотрим, как они начнут выкручиваться, что они будут отвечать. Ну, такое. Еще одна информация. Евросоюз в ближайшие недели потратит 900 миллионов евро из доходов от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины. Да, это в ближайшие недели. Это не идет речь о каких-то там заоблачном времени. Сейчас. Плюс к этому еще 1 миллиард евро на производство беспилотников и ракет в Украине. Вы поняли, да? То есть за российские деньги, там, можно говорить, за 2 миллиарда евро там практически, да, будет как закупаться оружие для Украины, так и за российские деньги будет в Украине производиться беспилотники и ракеты, которые могут нанести удар по путинскому рейху. Прямо по кумполу туда, по Кремлю, вот этому бункеру, где это вот сидит вот это чучело-мочучело плешивое. Вот так вот. И все это за российские деньги. Россияне, гордитесь. Ваш великий мыслитель, ваш многоходовочник сделал так, что благодаря вашим деньгам у Украины будут как беспилотники в достаточном количестве, так и ракеты в достаточном количестве для того, чтобы прилететь к вашему многоходовочнику прямо на потылицу.